Всем привет! Подписались, лайкнули. И мы с вами на Елагин остров идем. Там сегодня фестиваль тюльпанов. Высажено 200 тысяч тюльпанов, луковиц, 150 сортов. Поэтому народу неимоверно много. Все хотят посмотреть такую красоту. И смотрите, сколько туда идет людей. Вокруг припарковаться было нереально. Но удалось припарковаться за километр. Это удача, называется +5. Дом, смотрите, какой красивый. Не знаю, что в нем, но стилистика очень такая интересная. Впереди у нас написано, видите, фестиваль тюльпанов Елагин остров. А нам в переходик, потому что по-другому не перейти. В переходе у нас, видите, играют музыканты. Девочки пытаются подзаработать себе, либо репетируют. Ну, вход, конечно, платный, поэтому надо отстоять очередь. Стоимость билетов 250 рублей, льготные для студентов, пенсионеров по 50. Билеты взяли очень быстро. Вот такая очередь. Буквально, ну не знаю, минуты 2-3. Потому что все расплачиваются картами, сразу знают, сколько взять билетов. Поэтому все очень быстро было. Двигаемся. На остров можно попасть через вход, через мост. С собачками. Есть вывеска, что с собачками на остров вход запрещен. Так что имейте в виду. Оставляйте просто дома. Такая красота. Парковочка, корабли, пристань. Ну и видна наша кукуруза. Фестиваль цветов посвящен 200-летию дворцово-паркового ансамбля Елагиного острова и 350 лет, как родился наш Петр I. Здесь на Елагином острове, видите, можно покататься на лодочках. Можно и покушать. И такие вот у нас, как в Турции, есть стаканчики. Вон ананас золотой 300 рублей, 350 миксы. Клубничка, стаканчик 300. Черника 300, голубика, вернее. Ну и, конечно, кто хочет попить кофе, что-то перекусить, тоже можно. И на пони покататься. Сейчас спросим, в какую цену такое удовольствие. Девушки, в какую цену удовольствие на пони покататься? Вот, сказали, маленький кружок 500 рублей. И пахнет шашлычком, весной. Вот я вижу цель впереди. Вот и очередь за шашлычком. Эти дровишки. Так тут какие-то колбаски жарятся. Сейчас посмотрим, почем это удовольствие. Народик кушает. Так, это называется тренделики, наверное. Классический 200, с нутеллой 280. С карамелью, чай, кофе, эспрессо. Одна точка питания, вижу, организована у нас на Елагине. Так, девчонки жарят тоже какие-то колбасульки. Френч-доки они жарят. Чаек, колбаски гриль. Вот так это все выглядит. Ну и все вкушают все это. На свежем-то воздухе кушается-то хорошо. Ну что, подходим к цели высаженных тюльпанов. Тюльпаны не расцвели. Так. Ну и будем смотреть. Обещанных 150 видов, но это не тюльпаны. Тюльпаны вон желтенькие, но они еще не распустились. Вижу нарциссы. Ну,
это простые, обыкновенные наши тюльпанчики. Желтые и красные. Пойдемте искать еще, какие есть виды. Так, скопление людей, это возле нарциссов. Ну, нарциссы красота, конечно, красавцы. Красивые желтые тюльпаны. Конечно, я вам хочу сказать. Но вот они в центре цветут. Сейчас я вам их наведу. И посмотрим ближе. Вот такие большие желтые. Но они как пионы напоминают. И остальные еще не распустились. А вот они поближе еще сорт. Рано тюльпанам, не все они пораспускались. Локация их расположилась по всему парку разновидности. Административных зданий еще есть тюльпаны. Дежурная служба какая-то. И здесь такими кусочками. Ну уж совсем такие пятачки. Конечно, за деньги, которые запросили, могли как-то это все более. Ну и здесь вот так. Вы меня простите, называется. Тюльпаны, конечно, красивые, но они высажены клумбочками небольшими. Вот есть стеклодувная мастерская. Наверное, тоже можно посмотреть или что-то приобрести. Так, ну не знаю, если это платно, не пойдем, а бесплатно, я думаю, что, скорее всего, какой-то магазинчик. Как всегда называют музей. Людей здесь, конечно, не протолкнуться. Ну, представлено в витрине здесь небольшие экспонаты. И еще одна. Вот красиво за стеклом, конечно. Еще одна витринка. Ну и все подсматривают, как стеклодув дует. Сейчас будет дуть стекло, накаляет. Вот он. Глядывали за мастер-классом. Все немножко подглядывают, ну и мы немножко посмотрели. Гаем администрации сделать хорошие тюльпановые поля. Ведь территория позволяет, а не вот эти вот кусочки тюльпанов, которые высадили возле здания. Перемещаемся к другой зоне локации тюльпанов. Но, конечно, друзья, это не то. Они еще не распустились. Ничего в бутонах. Это не так интересно, не так красиво. Это надо приходить сюда было через неделю. Они еще вот все только-только собираются распускаться, так как у нас еще прохладно. Я уже снимала фестиваль тюльпанов в Пассаже у нас. Это было месяца два, наверное, назад. Ссылочку я вам оставлю, посмотрите про наш пассаж. Что, спахали, высадили, Тюльпаны подразочаровали. Если хотите приехать, то лучше где-то через недельку, когда немножко теплее будет. Они все-таки распустятся, они будут в таких бутонах, зачатках. Это не так интересно. И плюс то, что локация разбита, это тоже совсем не то. Так что, скажем так, билеты стоили, это просто как вход в парк, погулять, посмотреть. Но у нас есть более еще интересные парки. Организована здесь, конечно, ярмарка-продажа. Сейчас посмотрим, что там у них. Вот на такой территории площадка. Поставили все свои ларечки, изделия.
Ну, ярмарка. Шапочки наши, сумочки кожаные. Изделия представили все свои. Кто-то изделия, украшения, кольца, сумки. Варенье, мед вижу, кто-то продает. Ремни. Ну, в принципе, можно, конечно, приехать и просто хотя бы по ярмарке походить. Домовята разные, куколки. 3500. Баба-Яга стоит вот такая. 2500. Сережки из бисера. Что тут еще у нас? Разное. Написано. Ну, это все искусственное. Игрушки, мороженое. А, вот подсказывают, это мыло ручной работы. Это тоже. Да, вот такая. Ну, красивое очень мыло, да. Красиво. Да. Это очень интересно. Так что мыло интересное. А я думаю, это какие-то пироженки. Молодцы, прям реалистично все. Ну и любят у нас вот такие всякие вязаные игрушечки. Вот кто-то на качельке. Ну и наши золотошвеи, конечно же. Вот, смотрите, изделия Сваровски представлены. А, точно, мне а я сама собираюсь. Давайте я вам покажу. Ну, то есть это не... И в какую цену сережки? Это две вот те говорили. В какую цену? Вот эти сказали две. Ну, так это недорого. Вот такая авторская работа, свечи. Есть разные. А почему такие свечи? По 100 рублей штучка. Можно набрать в любом, так скажем, количестве. Набором. Поняла вас. Дощечки вот разные для еды, для сыра. 1400, 400 рублей маленькие, 1200 побольше. Ну и сейчас в тренде разные сумки, сшитые самими. Вот здесь вот вижу с джинсы нашито. Очень интересные. Вот 2000 такая сумочка. Рюкзачки по 1000 вижу есть. И за 2500. Ну и как без алтайских бальзамов. Сугандайля. Очень полезный чай, травка. Энергетически поднимает. И лаванда, и лимонник. Травка разная есть. Авторские работы, видите. А это бижутерия обычная. Но если ее сильно не мочить, там... Видите, все авторские работы. Людей очень интересует. Вот двигаемся к следующему месту локации тюльпанов. Здесь стоят фигурки, которые зарабатывают своей мимикой. Вот он, видите, двигается. Можно сфотографироваться, и стоит сундучок, где надо ему денежку положить. И такие вот фигурки расположились вдоль. Вот спереди у нас следующая фигурка. Дама в белом. Также двигается у нее кувшинчик для денежек. И она также будет сейчас делать движение. Вот видите, сфотографировались. Ой, простите. Вот она двигается. Ей туда денежку кладут. Фотографируется.
и следующая наша красота, тюльпаны. Ну, как я и говорю, они еще не распустились, рановато. Фиолетовые вот уже начали хорошо распускаться, они ближе всего к солнышку. Людей, конечно, очень много. Ну и расположилось, конечно, телевидение, наверное. Канал «Мир» пытается возле самых красиво распустившихся цветов создать новости, что вот тюльпаны расцвели. Это самый большой, наверное, пятачок. Девушка в серебре с кувшинчиком. Видите, машет нам ручкой. А здесь синючек. Так что, если приедете через недельку, все-таки это будет реально посетить здесь. Они распустятся в бутонах. Вот видите, эти уже побольше, конечно. И там вот видно вдалеке, возле дворца, какое-то мероприятие проходит. Грустновато, что тюльпаны еще не распустились. Рановато, холодновато. Но фестиваль начался, и я думала, что они будут все-таки в бутонах распущенные. Ну и в парке есть, конечно, дворцовый парковый ансамбль. Видите, со статуями. Это памятник архитектуры 19 века. Корпус построен в 1818 и по 1822 года строился. Архитектор Росси. Много он у нас каких зданий. Архитектор. Ну и, конечно, здесь проходит какой-то концерт, потому что очень много, видите, людей собралось, посвященный фестивалю 350-летию Петра и созданию архитектурного ансамбля на Елагине острове Дворцового. За дворцом вот еще есть целое поле, на котором также небольшими полянками высадили тюльпаны. Ну вот они самые, наверное, красивые, бордового вот цвета, такого практически черного. Это, наверное, самые красивые. И с этой стороны дворец с парадным входом. Нежно-розовые, такие нюдовые тона. Вот удобно посидеть на травке. Идемте приблизимся, посмотрим немножко совсем. Все слушают оперную музыку, поет оперная певица. На этой прекрасной ноте я заканчиваю свой влог. Подписались, лайкнули. И всем пока!